Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я так соскучилась за таким форматом видео, в котором я озвучиваю вам свои эмоции от увиденной красоты, которую я снимаю для вас. Меня радует, что я могу давать вам полезную и очень информативную оценку образов, конструктивных линий, форм, силуэтов, фактур тканей и много-много еще чего другого. Слоган сегодняшнего моего видео – это «Леди и джентльмен». Сегодня по-особенному будет много леди и джентльменов, которые одеты в классическую одежду. Я очень люблю стильные образы, и вы, просматривая мои видео, заметили, что я на них делаю акценты. Потому что мода, она имеет начало и конец. И жизненный период моды в последнее время очень короткий. А вот стиль, он вечный, он долговечный, как я говорю. Поэтому можно модные вещи, модные элементы вставлять, вкраплять в повседневную одежду, в повседневный ваш стиль. Вы будете выглядеть модно, при этом будете оставаться очень стильными. Широкие брюки – это модный тренд, который популярен уже последние несколько лет. И я так понимаю, что не собирается сдавать свои позиции. Интересный фасон брюк. Сейчас девушка повернется. Обратите внимание на расположение защипов по линии талии. Они развернуты в обратную сторону от того, как мы привыкли делать. И поэтому создает очень интересную свободу в районе кармана, не увеличивая, не давая объем в гульфичной зоне. Особая любовь – это тканевое пальто как элементы верхней одежды. И что меня безумно радует, что для вас пальто тоже является такой же любовью, как и для меня. Мне нравится тенденция последних лет – это пальто-халаты. И особенно, когда их выполняют в технике запаковывания швов, когда у нее нет подкладки. Это можно сделать только в ткани дабл, когда ткань состоит из двух слоев, соединенные между собой, а в районе срезов и швов эти швы обрабатываются и запаковываются вовнутрь. Это так уютно, как будто бы вы закутываетесь в палантин. При этом палантин – это просто длинный прямоугольник, которым вы оборачиваетесь. А пальто, оно все-таки силуэтное, нет таких больших объемов под мышкой и на бедрах. Hello. Рассматривая витрину бренда Etro, мы как раз видим с вами мои любимые жаккардовые ткани, из которых выполнена верхняя одежда. Это объемное структурированное волокно, которое идет в несколько слоев переплетением, что создает фактуру, цветовую игру с нанесением интересного принта через плетение, а не просто прорисовка. И, кстати, вот я подобрала несколько образов, что англичане, они тоже очень любят жаккардовые ткани. Присмотритесь, какая интересная идея у этого пальто. По спине, сейчас я сниму это для вас, сделана буквенная аппликация в форме букв из этой же ткани с растрепанным, необработанным краем. Вообще бесподобная идея, которой я загорелась, и в каком-то изделии я обязательно ее себе воплощу. И мужские костюмы в технике беспок – это же, конечно, фишка британцев. Это ручная работа, это дорогие натуральные ткани, это идеальные сидящие по фигуре пиджаки, которые, в принципе, ты вообще замечаешь, что он на тебе одет, потому что он настолько повторяет формы и линии твоего тела.
Этот образ я как раз снимала для своего сына, чтобы показать, как можно сочетать и интересно подавать с кроссовками классический костюм. Скини, которые а-ля блогеры предлагают нам выбрасывать и говорить, что это вчерашний день. Я категорически против этого. Смотрите, как интересно можно обыгрывать. Если вам что-то идет, не выбрасывайте. Просто найдите и дайте ему другую жизнь. А вот этот образ очень смелый, но он очень мне понравился, потому что он настолько выдержан и настолько подан эстетично, что я не смогла пройти мимо него. Мне очень нравится, когда идет игра разных фактур, и вот как раз в этом пальто у девушки видно. Блестящая фактура черного цвета и матовая, интересная комбинация. В темно-синем пальто шикарная силуэтная линия и форма этого пальто. Она создана благодаря складкам, которые заложены по низу. Очень интересно. Парка остается прекрасным элементом верхней одежды. Она слегка в тенденциях последнего года претерпела изменения в силуэтах и в сочетаниях. Очень классно, вот как сейчас у девушки, к парке сочетать легкие воздушные юбки и платья, которые мы надеваем под низ этой куртки. Бренда Зиммерман, она, конечно же, завораживает лично меня, потому что я поклонница рюшек, оборочков, летящих, струящих женственных форм. Это, конечно же, мой бренд, от которого я вдохновляюсь, просматривая их коллекции. Отличительная особенность Лондона для меня – это то, что в нем я встретила практически все модели пальто, которые существуют на сегодняшний момент в мире. Это и Крамбл, это и Редингтон, и Честфорд, и Балмакан, и Даффлкот. Кстати, последний от предпоследнего отличается всего-навсего наличием 4 строчек на рукавах и по низу. Вообще мне так много всего хочется вам рассказывать, потому что это так интересно. Это то, что я изучала, это я то, что рассказывала своим клиентам, чтобы они у меня были тоже такие же умные, образованные, как и я. Я с радостью готова с вами этим делиться. Если вам будет это интересно, пишите об этом в своих комментариях. Я безумно рада, что в моих подписчиках такие интересные, такие воспитанные, такие начитанные, эрудированные, с чувством юмора подписчики. Просто вы у меня какие-то особенные, и я безумно вам за это благодарна. Я даже уже для себя нарисовала ваши портреты. Я знаю, кто мой подписчик, и я безумно этому рада. Я читаю ваши комментарии и наслаждаюсь каждым вашим добрым словом, каждой вашей эмоцией, которую вы вкладываете в слова, которые пишете для меня. Для меня это огромная поддержка, потому что мой канал изначально он создавался для общения, и я хочу, чтобы он таковым и оставался. Спасибо вам большое, мои хорошие.